Всем здорово, братишки и сестренки, с вами Дитрих ТВ. Я очень надеюсь, что вы любите онлайн-игры, в которые можно поиграть вместе с друзьями. Именно поэтому в данном выпуске я подобрал для вас лучшие проекты с мультиплеером на Android и iOS. Если тебе не жалко, то пожалуйста нажми на лайк под этим видео, подпишись на канал Дитрих ТВ, если ты еще этого не сделал, и нажми все уведомления. Ну а мы начинаем. Откроет нашу подборку лучших онлайн-игр игрушка, в которой можно просто поугарать с друзьями. Главная задача здесь в целости доставить почту. Заказов у вас будет несколько, на время, на аккуратность и взрывоопасность. В достижении целей помогут самолеты, вертолеты и наземный транспорт. Управление здесь не самое послушное, поэтому ожидайте фейерверки из горящих пердаков. За выполнение миссий выдают медальки и кредиты. На них мы покупаем и кастомизируем технику, а также персонажей. Данный проект поддерживает онлайн-кооператив до 4 человек. Ну и конечно же, лучше всего играть с друзьями, чтобы слышать их крики и смех. Magic Duel – это аркадный проект, где игроки сражаются друг с другом в формате 1 на 1. Среди персонажей есть волшебники и рыцари, которые кастуют обилки и доводят хп противника до нуля. Геймплей здесь вертикальный, а графика так и отдает инди-игрой. Но не стоит пугаться, лучше всего попробовать самому. Прокачка в Magic Duel не быстрая, и есть две способности. Они разделяются на атакующие и защитные. Также эти способности тратят ману, но она восстанавливается каждую секунду. Мех Warframe Arena – это мобильная игра про крутой отряд роботов. Сеттинг здесь футуристичный, а по сюжету мы должны спасти ту часть человечества, которая сумела пережить нападение инопланетной угрозы. В итоге нужно собрать элитных мехов и отправлять их в бой в ходе сюжетной кампании. По мере прохождения мы будем прокачивать роботов, что поможет развить свою стратегию, а это пригодится уже в сражениях с реальными игроками. Doomsday of Death – это RPG в мире, наполненном зомби. По сюжету приближается конец света, и люди борются за выживание. Для преимущества над другими вам предстоит заключать союзы и собирать оставшиеся ресурсы. Чтобы противостоять постоянно растущей угрозе, необходимо прокачивать оружие и мехов. Разработчики говорят про специальные рейды зомби, где гуляют крупные боссы. Ну а если их победить, то получите смертоносное оружие. Battle Forces 2 Mobile – это командный шутер, который не просто повторяет, а копирует игру Team Fortress 2 от Valve. Поэтому геймеры на Android могут поиграть за Heavy, Медика и других знакомых персонажей. Разработчики обещают 9 классов и такие игровые режимы, как соревновательный, захват флага, сопровождение и ман против машин. Следующей игрой в нашей подборке я выбрал Shadow Fight Arena. Этот проект полностью заточен под PvP, где наша задача собрать 3 самых сильных бойцов. По очереди они будут выступать на небольшой арене с крутым задним фоном. Кнопок действия здесь 4, из них можно делать комбинации. Комбинации можно подучить во время тренировок, а также битв с ботами. Не менее важную роль играет виртуальный джойстик. Он помогает уклоняться, подпрыгивать и совершать удары в разных направлениях. Здесь очень крутые рейтинговые сражения. В них мы получим много адреналина. Плюс ко всему вышесказанному в Google Play проект получил 4,6 звезды из 5, и это практически от 5000 игроков. Поэтому если вдруг ты еще не скачал данную игру, то скачивай по ссылкам в описании, а мы погнали дальше. Сосед и догонялки по его дому недавно появились на iOS, и это очень радует. Возможно, на старте проект покажется сырым, но он только вышел, поэтому ждем патчей. Логика игры здесь простая: убегаем от соседа, собираем ключи и открываем подвал. И играть обязательно с друзьями, иначе вас быстро поймают. Че догоняли? Вообще, что мне нравится, геймплей здесь напряженный, поэтому долго стоять на одном месте страшно и даже опасно для здоровья. По сути, если вас поймал сосед, то раунд проигран. Сложности добавляет тот факт, что убийца прячется в обличии такого же подростка. Помимо этого, он может ставить ловушки, закрывать двери и так далее. В общем, если сравнивать, играть данный проект настолько же страшно, как и в Dead by Daylight. Так что я думаю, этот проект не зря называется хоррором. Ну а в целом здесь пока что есть еще к чему стремиться. Нужно менять управление и улучшать отображение теней. В целом проект очень годный, ко всему еще и бесплатный.
Подписывайся на канал Петров про бизнес, если хочешь узнать, как люди с нуля поднимают многомиллионные бизнесы. Ссылочки будут в описании под видео. Вместе с выходом EVE Echo мобильные геймеры узнали про такой жанр, как космические песочницы. Это тот случай, когда вы можете стать торговцем, пиратом, капитаном и тому подобное. Самое главное, чем-то промышлять и как-то крутиться. Для этого нужен надежный корабль, а также альянс. Для отыгрыша есть разные расы. Одни торгуют рабами, вторые любят воевать, а третьи получают удовольствие от роскоши. Тем не менее, на старте вы будете выполнять грязную работу за богачей, чтобы потом встать на их место. И здесь даже есть история о том, что правая рука лидера Альянса стал предателем. Многим геймерам проект нравится свободой действий, хотя в последних обновлениях разработчики подпортили настроение игрокам. Они ввели скан ресурсов в самые опасные и лакомые сектора, еще их называют лоу-секи. Из-за этого просели не только цены на минералы, но и оценка игры в Google Play при 8 из 5. А теперь, братюни, давайте перейдем к изометрической выживалке под названием Сайберика. По сеттингу это такой же мобильный Киберпанк 2077 с геймплеем из Last Day on Earth. То есть наша задача качаться, создавать предметы и сражаться с другими бандюками. Для улучшения персонажа используются различные апгрейды на разные части тела. Помимо здоровья у персонажа есть уровень голода и преступности. Второй пункт пригодится, если вам надо попасть в тюрьму. А здесь все просто. Агрим на себя копов и отправляемся за решетку. В крутые и запретные зоны приходят только прокачанные ребята, но и лут там посерьезней. Да, именно в этой зоне вы столкнетесь с реальными игроками, которые пришли вас убить. А еще они тусуются в даунтауне, где есть магазины, кафе, ночные клубы и даже казино. В общем и целом, Сайберика достаточно годный проект, хотя есть к чему стремиться. Донат здесь помогает прокачаться немножко быстрее. Да, конечно. Хотя это сделать можно и без него. Поэтому не спешите, постепенно повышайте свой уровень, проходите сюжет, благо диалоги на русском. Да и оценки в Google Play у проекта аж 4,3 звезды из 5, что очень неплохо. Pitch Clash. Это такая футбольная аркада на телефон. Возможно, когда вы первый раз ее попробуете, вы навряд ли подумаете, что ей занимается корпорация Konami. Но поверьте, это так. Окей, что тут у нас по геймплею? Здесь нужно собирать карточки, как в FIFA Mobile. Перед началом матча нам дают в руки несколько карт, мы выбираем 2 из них. От этого зависит, какую тактику наша команда примет, игра защиты или агрессия. Дальше наши карты сравниваются с картами оппонентами и начинается игра. Вот только участвовать в ней вы не сможете, матчи полностью автоматические. Ну нахер. В какой-то момент мы снова выбираем 2 карты, ждем оппонента и продолжаем смотреть телевизор. Да, братюни, сейчас такое время, что все игры пытаются пойти в аркадную сторону. Даже те, как до недавнего времени казалось, ну блин, такое невозможно, чтобы упростили настолько там гоночки, сейчас вот футбол. Напиши в комменты, нравится ли тебе такой расклад, чтобы чилить в аркадных играх, или же тебе хочется хардкора и полного управления. Пока что в Pitch Clash такая средненькая графика и контента, ну, тоже так себе. Но не стоит забывать, что это бетка. Огромный плюс проекту это то, что в нем представлено более 10 тысяч лицензированных футболистов. Но вы вряд ли это узнаете без карточек. В общем, пробуйте, а мы погнали дальше. На следующем месте нашей подборки онлайн-игр самая популярная моба – Wild Rift. Да, сейчас на горизонте появилась Pokemon Unite, но пока что все карты в руках Лиги Легенд. Riot постоянно выпускает обновления с новыми персонажами, оптимизацией и ивентами. Схватки напоминают ПК-версию, хотя некоторые моменты пришлось поменять в угоду сенсорных экранов. Здесь интересно повышать рейтинг, узнавать мету и собираться с друзьями для шумных побед и тихих поражений. Ох, если бы еще починили наказание за выход посреди катки. А так в целом, мне кажется, Wild Rift на голову выше Mobile Legends. Кто со мной согласен или не согласен и почему, напишите об этом в комментариях. Открывает наш топ лучших игр на телефон игрушка, которая с первых секунд зацепила мое сердечко. О май гад! Вау! Называется она Skyforce. Сразу признаюсь, что игрушка зацепила меня графикой. Oh my.
потому что создана на движке Unreal Engine 4. Здесь очень реалистичная местность, карты детально проработаны, а еще детально проработано оружие и аксессуары к нему. Здесь тебе нужно будет занять цитадель, набирать очки и соревноваться с другой стороной. Победителя в конце определяют по количеству набранных очков. Ну и последнее, в Skyforce есть 5 различных видов солдат: штурмовик, разведчик, пулеметчик, медик и снайпер. Flash Party – это красочный и динамичный аркадный файтинг, где тебе предстоит сыграть в роли забавных персонажей в виде небольших игрушек. Сразу мне понравилось то, что сражения здесь проходят невероятно быстро, из чего следует, что понадобится научиться молниеносно реагировать на выпады противников. А для этого, братюня, просто подбери себе подходящего героя и дерзай. Огромным плюсом игры является то, что здесь есть большое количество игровых персонажей, но и у каждого из них ты не встретишь похожих способностей или ударов, все абсолютно уникальные. Поэтому перед началом боя важно выбрать свою тактику и уметь подстраиваться под каждого противника. У каждого бойца есть свои комбинации атак, благодаря которым ты не только можешь наносить сокрушительные удары, но и выбрасывать их за пределы арены. Мне очень понравилась симпатичная и красочная графика. Вот сразу видно, что разработчики очень знатно над ней потрудились. Ну и еще плюсик то, что здесь разнообразные локации, которые создают непередаваемую атмосферу. Некоторым управление может показаться своеобразным, но все дело времени и привыкания. Разбавим наш топ второй частью великолепной ролевой игры, выполненной в духе классических RPG проектов, например, таких как Diablo. Встречайте Vengeance RPG 2D. Здесь ты продолжишь свое приключение по атмосферному мифическому миру, будешь встречаться с весомыми оппонентами, отыскивать ресурсы, крафтить предметы, исследовать территории и наслаждаться проработанной сюжетной историей. Если ты придирчивый геймер, то обязательно попробуй Vengeance RPG 2D. Потому что даже тебя, такого привереду, эта игрушка покорит проработанной атмосферой и вдохновляющим саундтреком. Здесь ты, братишка, возьмешь под свой контроль уникального героя с особыми умениями и магическим оружием. У тебя будет возможность призывать различных созданий-помощников во время сложных противостояний. Также ты сможешь прокачивать характеристики своего подопечного и следить за показателями его здоровья и маны. Но и вишенкой на торте в этой игре является кастомизация внешнего вида своего героя. Здесь ты можешь менять наряды, шлемы, доспехи, волшебные амулеты, ну еще много чего другого. Saga Frontier Remaster. Любимая игрушка поколения Sony PlayStation 1 теперь на телефоне. Правда, и цена у нее, конечно, такой высокой цены я, наверное, полгода как не видел в Play Market. В этой части игрушки разработчики добавили нового героя, Фьюза. Но кроме этого, здесь еще будет немало интересного контента. Также здесь, братишка, ты встретишь полюбившихся и знакомых играбельных персонажей. У каждого из героя будет своя история жизни, определенные цели и даже финал истории. Все герои разделены на особые классы. Тут ты встретишь и воина, и мага, и меха, и стрелка, и не только. Твои решения будут влиять на финал истории, поэтому важно обдуманно совершать действия. Также в данной версии игры улучшенная графика HD качества, зрелищные кат-сцены, дополненные игровыми функциями и комфортное управление в одно касание. Игра наполнена эпическими сражениями с мощными оппонентами, уникальными сценариями развития событий, улучшенным и проработанным интерфейсом, а также немалым количеством дополнительных функций. Ну и конечно же, братюня, я советую тебе поиграть в каждую игрушку из топа. Возможно, видео не передает весь кайф и всю атмосферу данных игр, поэтому переходи по ссылке в описании, качай и пробуй. Ну а также я хочу тебя попросить посмотреть другие видосы на канале Дитрих ТВ, подписаться на канал, если ты еще этого не сделал, а также нажать на колокольчик. Ну а я, Дитрих ТВ, обнял тебя крепко, желаю удачи и встретимся в следующем видосе.